Привет, друзья! Что происходит в Европе? Немецкие аптеки выражают обеспокоенность, границы Германии остаются под наблюдением, а Швейцария вводит срочные шаги из-за пошлин Соединенных Штатов Америки. И это только начало. Сегодня расскажу, зачем хотят отменить бумажные инструкции к лекарствам, почему Германию снова ждут жесткие пограничные меры, как торговая война ударит по Швейцарии и кого в Берлине обвинят в крахе экономики. Все это прямо сейчас. Подпишитесь, чтобы не пропустить важные последние события Германии и Европы. А теперь по порядку. Начну с аптек. Кого может оставить без доступа к важной информации новая инициатива Европейского Союза? Европейская комиссия планирует постепенно заменить бумажные вкладыши инструкции к лекарствам в коробочках на электронный формат. Будет доступ по QR-коду через смартфон. Однако немецкие фармацевты, социальные организации бьют тревогу. Они выступают против полной отмены печатных инструкций и требуют сохранить их на законных основаниях. Лидер объединения немецких аптекарей Томас Прейс подчеркнул, электронные инструкции – это дополнение, но не замена бумажных. Это важно. Например, при экстренной ситуации любой человек должен сразу получить информацию, а не искать в интернете. Он также отметил, печатные листовки важны для пожилых людей и тех, кто не умеет пользоваться смартфонами. Более того, аптеки и медицинские практики не должны нести дополнительные расходы, если их попросят распечатать цифровую инструкцию. Председатель Социального союза поддержала эту позицию. Она считает необходимым сохранить оба формата – печатный и электронный, чтобы все могли получить необходимую информацию. Электронные инструкции действительно удобны, они могут быть адаптированы под слабовидящих, доступны на разных языках и обновляться быстрее. Но при этом нельзя выпасть из системы поддержки. Таким образом, критики новой инициативы призывают к гибридному решению. Электронные материалы имеют свои преимущества, но бумажные инструкции должны сохраняться, чтобы информация была доступна для всех. А как вы думаете, напишите в комментариях. Но дальше еще интереснее. Новость об усилении контроля на границе Германии. Министр внутренних дел Александр Домбрит объявил, что временные пограничные контроли в Германии сохранятся и после сентября. Он сообщил об этом в подкасте Tape Today и пояснил, это касается всех сухопутных границ. Контроли сохраняются, а правила въезда останутся без изменений. Кроме того, власти работают над расширением программы депортаций. Недавно рейс вывез из страны 81 человека с серьезными криминальными нарушениями в Афганистан. Это уже второй подобный рейс. Следующим шагом станет организация дополнительных рейсов для депортации в Афганистан и в Сирию. Домбрит подчеркнул, что подобные меры не разовые, а составляют долговременную стратегию. Я напомню, весной министр уже инициировал ужесточенные проверки на границе и разрешил возвращать туда людей, подавших заявление на убежище, даже до рассмотрения дела. Несмотря на замечания со стороны судов и партнеров по Европейскому Союзу, правительство сохраняет политику усиленного контроля. На фоне этого число первичных заявлений на убежище резко сократилось. В первой половине года их было в 2 раза меньше, чем годом ранее. Но позиции Домбрита остаются жесткими. Он считает, что такие действия необходимы для восстановления контроля над миграцией и поддержания общественного порядка. Но тревожные новости и вне Германии, особенно на фоне торговой войны Дональда Трампа. Правительство Швейцарии объявило срочный режим реагирования после введения США пошлин на ввоз швейцарских товаров. Размер налога, я напомню, составляет 39%. Это один из самых высоких тарифов, применяемых Вашингтоном к торговым партнерам. И он существенно ударит по ключевым отраслям экономики, включая производство часов, шоколада и точной техники. Президент страны Карен Келлер-Зутер экстренно отправилась в Вашингтон вместе с министрами, чтобы попытаться договориться о снижении пошлин. Однако Соединенные Штаты Америки не приняли их предложение снизить тариф до 10%. В ходе поездки также не удалось встретиться с президентом США, но переговоры с госсекретарем США Марко Рубио прошли конструктивно. По возвращению в Берн было созвано экстренное заседание Федерального совета. Основной задачей стало разработать ответные меры и определить дальнейшую стратегию. Одновременно аналитики предупреждают, что такие высокие тарифы могут снизить рост ВВП Швейцарии
внимание, на 0,6% в среднем. Предварительные оценки показывают, экспортные компании могут столкнуться с резким падением конкурентоспособности. Частично проблему сглаживают за счет заранее созданных запасов товаров в Соединенные Штаты Америки и переброса части производства на территорию импортера. Однако эффективность таких мер пока ограничена, и экономика находится в сложном положении. И это еще не все. В Германии некоторые политические силы за повышение налогов. Но глава федеральной канцелярии, это Христианско-демократический союз, выступил против идеи повышения налогов. Он назвал такую меру в Германии уже признанной страной с высокими налогами самым худшим путем. По его словам, сейчас, когда экономика находится в третьем году рецессии, ухудшать ситуацию за счет дополнительных налогов было бы фатальной ошибкой. Фрай подчеркнул, что перед коалицией стоят огромные бюджетные вызовы, изменения в системе Бюргергельд, новой социальной помощи. Он считает это более предпочтительным способом решения проблемы. Также он предложил обратить внимание на эффективность бюджетных расходов, а также спросить, цитата, можно ли сделать то же самое дешевле и лучше. Больше всего Фрай критикует излишне широкие критерии для получения Бюргергельд. Из 5,3 миллиона получателей почти 4 миллиона являются трудоспособными. По его мнению, нужно вернуться к системе с приоритетом на трудоустройство, ужесточить условия, пересмотреть правила доступа и снова вернуть систему санкций для тех, кто отказывается от работы без уважительной причины. В интервью Фрай также подчеркнул, сотрудничество с партией, которая отрицает элементы демократии и является праворадикальной, для него полностью исключено. И добавил, что снижение рейтинга в их партии связано с внутренними разногласиями в правящей коалиции, о чем, кстати, ранее также заявлял Фридрих Мерц. Но дальше еще тревожнее в экономике Германии. Торговые меры, объявленные Соединенными Штатами Америки при президенте Дональде Трампе, уже оказывают заметное влияние в экспортоориентированной экономике Саксонии. В мае объем поставок швейцарским компаниям упал почти на 20%, только по сравнению с апрелем. За тот же месяц экспорт в США сократился на 16% по отношению к маю прошлого года. Он составил около 366 миллионов евро. Впрочем, если учитывать первые 5 месяцев года, отгрузки все еще превышают прошлогодний уровень. Главное ударное направление – это автомобилестроение. Большая часть продукции, которую Саксония поставляет в Соединенные Штаты Америки, относится именно к этой отрасли, а текущая торговая политика создает риски для ее конкурентоспособности. Правительство земли предупреждает, что торговая напряженность может ослабить стабильность спроса на продукцию компаний и вынудить искать альтернативные рынки. В числе перспективных направлений называют не только европейские страны, но также растущие экономики Индии, Японии и Мексики. Экспортеры уже с осторожностью пересматривают стратегию, подключаются к новым платформам, ищут зарубежных партнеров и диверсифицируют каналы продаж. Это шаги, направленные на снижение риска, чрезмерной зависимости от одного рынка и укрепление устойчивости местной экономики. А дальше новость, которая затрагивает каждого жителя Германии. В супермаркетах и дрогериях все чаще встречаются так называемые SB-кассы – Self-Checkout киоски, где клиенты сканируют и оплачивают товары без помощи кассира. Однако многие эксперты предупреждают, такие автоматы могут повышать риски недобросовестного поведения. Согласно данным института, доля магазинов с такими кассами выросла в 2 раза всего за 2 года. Теперь их свыше 16 тысяч в Германии. Профессор торговли Стефан Рюшин отмечает, потери из-за краж на SB-кассах могут составлять от 1 до 2% от оборота, что значительно выше, чем на обычных кассах. Некоторые оценки говорят о росте краж на 10-20% именно благодаря такой системе касс. Недавно в Дюссельдорфе один из франчайзи крупной сети установил в своих магазинах современные SB-кассы, внимание, с искусственным интеллектом. Они умеют распознавать до 11 схем мошенничества. К примеру, если покупатель сканирует дешевый товар, а кладет дорогой или игнорирует сканирование товара, система распознает это и может автоматически уведомить персонал. Многие розничные сети признают, SB-кассы удобнее и ускоряют обслуживание, минимизируют очереди. Но чтобы технологии не привели к нежелательным последствиям, магазины внедряют контроль.
То есть весовые датчики, видеонаблюдение, охранные турникеты и алгоритмы, которые анализируют отклонения и предупреждают персонал. Такие меры помогают сократить ошибки и кражу почти вчетверо. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.